Зимняя резина – это один из главных факторов безопасности и комфорта вождения в холодное время года. Мы решили с головой погрузиться в этот вопрос, чтобы разобраться во всех разновидностях шин, которые есть на рынке. Какие стоит покупать, а какие могут стоить вам в жизни. Расскажем про китайскую резину, нюансы подбора под погодные условия и привод автомобиля. И постараемся сэкономить вам кучу нервов и денег. А в конце наглядно продемонстрируем, что бывает на дороге, если сделать неправильный выбор. Производство зимних шин – это сложный и многоуровневый процесс, начинающийся с тщательного отбора сырья. Производители используют качественный каучук, а также сотни специальных присадок, позволяющих получить необходимые свойства для хорошего сцепления и износостойкости. Рецептура у каждого производителя своя, поэтому и качество разное. Подготовленное сырье проходит процесс смешивания, в результате которого получается резиновая смесь. Из нее потом делают длинную заготовку. С помощью горячего пресса и формовки выдавливается протектор с заданным рисунком, который обеспечивает сцепление с дорогой в зимних условиях. Различные шины могут иметь разные дизайны рисунка в зависимости от их предназначения и наработок компании. Каркас шины играет важную роль в ее прочности и управляемости. Обычно его укрепляют стальными или текстильными кордами, что придает колесам необходимую жесткость и устойчивость при высоких скоростях. Также боковые слои добавляются для лучшей управляемости автомобиля. Важным этапом в производстве является вулканизация. Этот процесс заключается в нагреве резины до определенной температуры, что делает ее более податливой и задает нужную форму. Важно понимать, что каждая шина проходит визуальный осмотр после производства, на котором выявляют явные несоответствия. А далее уже идут испытания на специализированном оборудовании. Тут выявляется правильность геометрии, радиальные отклонения и биение, а также однородность материала. Все очень серьезно, ведь на заводе лежит ответственность за жизни людей. Зимние шины принято делить на 3 вида – европейского типа, скандинавского и обычные шипованные. Давайте разбираться с каждым по очереди, ведь у всех них есть плюсы и минусы. Зимние шины в европейском стиле предназначены для использования в условиях, характерных для мягкой зимы, с небольшим количеством снега, легкими морозами и частыми оттепелями. В таких ситуациях автомобилю приходится больше времени проводить на мокром или сухом асфальте, чем на скользких дорогах. Эти зимние покрышки отлично сцепляются с твердым покрытием, особенно на высоких скоростях. Они эффективно удаляют воду из области контакта с дорогой и при этом производят меньше шума. Однако, в случае обильных снегопадов, водитель должен проявить максимум навыков и осторожности, так как автомобиль может начать скользить и плохо реагировать на управление. Даже небольшие сугробы могут представлять для него преграду. Зимние шины европейского типа наилучшим образом подходят жителям регионов с теплым климатом или крупных городов, где дороги регулярно чистят и обрабатывают антигололедными реагентами. По сцеплению они примерно на равных со всесезонными шинами, и поэтому их не всегда целесообразно приобретать. Скандинавские зимние шины предназначены для эксплуатации в более суровых зимних условиях, характеризующихся температурами ниже нуля и постоянным наличием снега или льда на дороге. Они обеспечивают намного лучшее сцепление на скользких покрытиях по сравнению с европейскими моделями, особенно на различных типах снега, будь то рыхлый или укатанный. Эта выдающаяся способность достигается благодаря мягкому протектору, который словно прилипает к скользкой дороге, удерживаясь за малейшие неровности. По этой особенности такие шины получили популярное прозвище «липучки». Однако мягкий протектор имеет и свои недостатки. Он ухудшает тормозные характеристики и реакцию на повороты руля на твердых покрытиях, таких как асфальт. Кроме того, скандинавские шины изнашиваются быстрее, особенно при плюсовых температурах, когда резина становится еще мягче. Поэтому эти шины проявляют себя лучше всего в северных странах.
например, в Канаде, морозных частях России и Сибири, где низкие температуры не являются редкостью и дороги редко бывают чистыми от снега, что делает их наиболее подходящими для этих условий. Машина на липучках становится более валкая, поэтому многие производители устанавливают серьезные скоростные ограничения на своих шинах, чтобы минимизировать риски аварий. Про эти маркировки мы еще расскажем далее, ведь продавцы часто умалчивают то, что можно посмотреть самому. Шипованные зимние шины представляют собой наиболее экстремальный вариант зимней резины. Они оснащены металлическими шипами, немного выступающими наружу. Покрышки остро впиваются в скользкое покрытие, обеспечивая прекрасное сцепление с дорогой, особенно на льду, что делает их превосходным выбором при небольших отрицательных температурах, когда лед еще относительно мягкий. С увеличением морозов преимущества шипованных шин уменьшаются. Во-первых, шипы менее эффективны на твердом льду. Во-вторых, при низких температурах остальной протектор шипованных шин становится менее эффективным, что приводит к ухудшению тормозных характеристик и управляемости. Тем не менее, такой протектор хорошо проявляется в рыхлом снегу, обеспечивая высокую проходимость, что в свою очередь делает его просто спасением в городах, где всю зиму лежит каша на дорогах. У шипованных шин есть и явные недостатки. На асфальте они увеличивают тормозной путь и ухудшают управляемость, так как плохо цепляются за твердое покрытие, что может увеличить риск аварийных ситуаций. Кроме того, сами шипы подвержены износу, несмотря на твердосплавные наконечники, и могут вылетать из протектора при резких маневрах. Также следует отметить, что шипованные шины являются самыми шумными среди зимних покрышек. Сейчас встречаются и достаточно интересная модификация шипов, которые утапливаются внутрь протектора, если автомобиль движется по слишком твердой поверхности. Износостойкость и управляемость на асфальте увеличиваются, но проблема в том, что и на твердой наледи шипы также спрячутся, снизив зацеп. Шипованные шины идеально подходят для снежной зимы, особенно в регионах, где гололед – обычное явление. Однако стоит помнить, что в большинстве европейских стран шипованные шины запрещены из-за их сильного воздействия на асфальтовое покрытие дорог. Поэтому на автомобиле с такими шинами вас не пустят через границу. При выборе зимних шин важно обратить внимание на характерные признаки каждого типа, так как они не всегда прямо указаны на маркировке. Европейские зимние шины обычно имеют крупные блоки протектора и широкие канавки между ними. Эти канавки служат для отвода влаги, будь то вода или смесь снега и воды во время оттепелей. Резина в зоне протектора обычно жестче, чем у скандинавских шин, и это можно ощутить даже на ощупь. Скандинавские зимние шины отличаются тонкими зигзагообразными канавками на блоках протектора, которые называются ламели. Когда шина деформируется под нагрузкой в зоне контакта с дорогой, края ламелей смещаются и увеличивают сцепление со льдом или снегом. Однако ламели делают шину более податливой на асфальте и ухудшают тормозные и управляющие характеристики. Кроме того, у скандинавских шин характерен угловатый переход от боковины к протектору, что улучшает проходимость в рыхлом снегу. Шипованные зимние шины легко узнать по металлическим шипам, выступающим наружу. Шипы обеспечивают отличное сцепление со льдом, так как они вгрызаются в покрытие. При выборе модели стоит обратить внимание на форму и расположение самих шипов. Эффективные шины имеют шипы со сложной формой, состоящей из твердой сердцевины и алюминиевого корпуса. Распределение шипов по протектору характеризуется рядами ошиповки, которые улучшают сцепление по снегу и льду. Выбирая зимние шины, учитывайте климатические условия и тип покрытия на дорогах. Перед выбором зимних шин важно разобраться в информации, содержащейся на их боковинах. Эта информация может помочь вам сделать правильный выбор. Удостоверьтесь, что выбранная вами шина является зимней. Это особенно важно для шин типа европейских, у которых протектор не всегда выглядит как у классических зимних шин. Проверьте наличие надписей Winter, изображения снежинки или букв M+C.
что значит грязь и снег, которые указывают на зимний тип резины. Проверьте грузоподъемность и индекс скорости шины, обозначенные цифрами и буквой после размерности шины на боковине. Грузоподъемность должна соответствовать максимальной нагрузке на автомобиль, а индекс скорости показывает максимальную безопасную скорость, при которой можно использовать эти шины. Также обратите внимание на показатель износостойкости, который обычно указывается на боковине шины после слова treadwear. Этот показатель может помочь вам определить, насколько долго шины сохранят свои свойства. И, наконец, учтите дату производства шины, которая указывается на ней в виде цифр, обведенных овалом. Новые зимние шины имеют срок хранения всего 2 года, и рекомендуется не использовать их более 5 лет. Многие пренебрегают этими данными, чем пользуются не очень честные продавцы, поэтому частенько можно нарваться на продажу шин с истекшим сроком годности, особенно когда видите частные объявления. Во многих странах даже сделали специальную маркировку и реестры, чтобы контролировать оборот шин, снижая риски для автовладельцев. Когда вы определитесь с типом и размерами зимних шин, настало время выбрать конкретную модель. Определить, какая шина лучше, нельзя только по внешнему виду или на ощупь. Эффективность шины на льду и уровень шума зависят от множества факторов, начиная с химического состава резины и заканчивая конструкцией каркаса. Не всегда можно полагаться на советы продавцов в магазинах, так как они могут иметь свои интересы, и не всегда обладают достаточными знаниями, просто перепродавая залежалый товар. Лучше ориентироваться на информацию из независимых источников, таких как результаты шинных тестов, проводимых экспертами и автомобильными изданиями. Важно обращать внимание на самые свежие обзоры, так как производители постоянно улучшают свои шины, даже не меняя их названий. Если у вас нет доступа к тестам, вы можете оценивать репутацию бренда. Многие крупные концерны, такие как Goodyear, Continental, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Dunlop и Yokohama, выпускают различные модели шин. Они содержат все последние разработки и технологии компаний. Однако такие шины могут быть дороже. Если ваш бюджет ограничен, вы можете рассмотреть модели второй линии у крупных компаний или шины марок таких как BF Goodrich, Matador, Gislaved, Nordman, Cooper, Uniroyal и другие. Эти шины могут предлагать близкие характеристики к топ-моделям, но по более доступной цене. Хорошим выбором будут и колеса от Toyo и Hankook, которые выпускают не так много моделей, но славятся своим качеством. В бюджетном сегменте можно найти малоизвестные европейские марки, продукции местного производителя и китайские шины. На качество китайских шин стоит обратить внимание, так как оно постоянно растет. Но будьте бдительны, а почему, расскажем далее. Китайские шины вызывают разные чувства среди автовладельцев. Определенная доля автомобилистов предпочитает избегать китайцев, отдавая предпочтение европейским и японским маркам. Исследования показывают, что более 56% опрошенных автолюбителей не готовы выбирать китайских производителей. Да и по характеристикам они часто уступают европейским аналогам. Однако их привлекательность заключается в более низких ценах, что делает китайские шины компромиссным решением для миллионов водителей. Правда, существует стереотип, что как китайцы могут делать зимние шины, если у самих совершенно другие климатические условия. Но это заблуждение, ведь в Маньчжурии, которая граничит с дальневосточным регионом России, температура зимой опускается до минус 30 градусов. На эту провинцию приходится около 10% местного авторынка, поэтому китайские шины готовы к эксплуатации в мороз. Ребята вполне себе понимают, что они делают. Правда, качество китайских шин может варьироваться как по брендам, так и по партиям. Часто проблемы касаются балансировки и вибраций на дороге. Важно понимать, что китайская продукция также проходит тесты и сертификации и совсем немного уступает европейскому качеству. Поэтому лучше приобрести отдельную зимнюю резину, пусть и из Китая, чем ездить на всесезонке или просто летней резине в гололед.
Мы дальше покажем, чем это все может закончиться, когда поздно хвататься за голову. Но кроме выбора и покупки, важно еще и контролировать состояние ваших колес. Проверка износа протектора шин – важный аспект обслуживания любого автомобиля. Вы можете использовать несколько способов, чтобы определить, когда пора менять шины. Один из простых тестов – это взять обычную монету. Положите ее в канавку протектора. Если высота протектора больше 5 мм, это означает, что резина находится в достаточно хорошем состоянии, и вы можете продолжать использовать свои шины. Если протектор ниже этого уровня, это свидетельствует о необходимости скорой замены. Помните, что износ протектора может быть неравномерным, поэтому рекомендуется измерять глубину протектора в нескольких местах. Еще один способ – это использование индикатора износа, которые обычно находятся на самих колесах. Они могут быть обозначены различными символами, такими как треугольник, снежинка или аббревиатура TWI. Снежинка указывает на 50% оставшейся протекторной глубины, а TWI обозначает минимальную глубину протектора, при которой шины считаются безопасными. Если протектор достигает уровня TWI, это означает, что шины нужно срочно менять. Некоторые производители также маркируют шины цифрами, указывая степень износа. По мере износа цифра на протекторе уменьшается, указывая на текущую высоту протектора. Используя любой из этих методов, вы сможете правильно определить, когда время заменить зимние шины, чтобы обеспечить безопасность на дороге. С шипами все еще проще. Если видите, что больше половины выпало, то на следующий сезон ищите новый комплект. Ездить так, конечно, можно, но вряд ли безопасно. Сцепление получается рваным, машина может в какой-то момент уйти в занос. А теперь, как и обещали, покажем несколько аварий, которые наглядно продемонстрируют необходимость грамотного подбора зимней резины. В феврале 2021 года холодный фронт в Техасе принес с собой осадки в форме дождя, который затем перешел в мокрый снег, вызвав ледяные дожди и гололед. Хотя для некоторых это стало поводом для развлечений, на одной из дорог в Техасе случилась огромная автомобильная авария, в которую попало 133 автомобиля. Машины, которые не были готовы к подобным погодным условиям, как на коньках залетали друг на друга. Схожая ситуация была и в штате Висконсин. Там на несколько часов магистраль превратилась в настоящий ледяной ад. Практически сотня машин получила повреждения, госпитализированы десятки людей. Шины – это важнейшая часть автомобиля, которая должна стоять в одном ряду с тормозами или исправной рулевой системой. Жаль, что многие халатно относятся к своим колесам, создавая проблемы на дорогах. А на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр, берегите свои колеса и до встречи в следующих видеороликах. Пока!